Вообще не отличить, смотрите. Ну, типа, ну, кто заметит разницу, а? Понимаете? Вот что ждет вас. Все правильно, здесь у тебя еще и контроллер, видишь, перепаянный. И с этим есть большие проблемы. Очень плохой сервис. Мало того, что обманули, так еще не хотят делать возврат. А ты чего ожидал? Здорово, бро! Сегодняшний ролик будет посвящен iPhone XR в той или иной степени, потому что его выпустили еще в 2018 году. Он был на Bionic 12, но при этом при всем его каждый год достают с полок и пересобирают в новые корпуса. В прошлом году мы покупали с вами iPhone XR в корпусе iPhone 15 Pro. В этом году, естественно, по традиции, купим его в 16 корпусе. Живем! Который было очень тяжело найти, потому что на Авито продают все iPhone XR в корпусах 16 Pro, однако 16 Pro ничем не отличается от 15 Pro, потому что XR он больше, чем какой-нибудь iPhone 15 Pro, но меньше, чем iPhone 15 Pro Max, поэтому его не могут туда сунуть, для них делают отдельные корпуса, и с этим есть большие проблемы. Реально большие проблемы в сборке, поэтому сразу скажу, никому никогда не рекомендую покупать XR в каких-то корпусах. Если уж покупать XR, во-первых, его сложно сейчас найти, во-вторых, все эти пересобрыши, они будут на китайских запчастях, не на оригинальных, то есть экраны, батарейки, остальные вещи, то есть это все будет китайское. Все правильно, здесь у тебя еще и контроллер, видишь, перепаянный, то есть это не оригинальная батарейка вообще. Похуй вообще. Но в этом видео я предлагаю посмотреть, почем не на Авито, посмотреть, что пишут продавцы, посмотреть отличия, также взять китайский корпус 16-го и пересобрать в него XR, то есть мы поедем для этого к Сергею Губареву, но в конце сравним iPhone XR в корпусе 15 Pro, купленный нами в прошлом году, с iPhone XR в корпусе 16-го, который мы соберем в этом году. Также перед началом хочу напомнить, что для вашего удобства я заливаю ролики еще и в ВК. Ссылочка на группу будет в описании. И там же будет ссылочка на мой телеграм-канал, где я публикую всякие новости, контент, который не выходит на ютубе. Также там провожу розыгрыши, да и просто общаюсь с подписчиками. В общем, переходите, подписывайтесь и присоединяйтесь к нашему комьюнити. Спасибо! Приступим. Так, ну начнем с поисков iPhone XR в корпусе 16 на Авито. Вбиваем, и первым же сообщением мы видим XR в корпусе 14 Pro, 15 Pro, 16 Pro. И на аватарочке у нас почему-то остров, а не челка. И вот это уже настораживает, потому что XR невозможно пересобрать с другим экраном. Не, на самом деле, возможно, в свое время пересобирали их на AMOLED экранах. Да, была такая функция, можно было в мастерской заменить свою IPS-ку на AMOLED, потому что там и цвета поинтереснее, и он поярче. Но не в данном случае, я уверен. Я уверен, что это фотография как раз-таки какого-то из прошек нормального. Но если у них покупать, вряд ли он будет с таким экраном. Так, ну, во-первых, я хочу написать сообщение и спросить, он будет реально с островом или с челкой? Ну вот, что и требовалось доказать. Как на iPhone XR. О, iPhone 16 Pro Max в XR. И опять-таки же фотография с экраном, где остров, а не челка. Ну-ка, ну-ка. Правильно. Они фоткают настоящий, оригинальный 16-й, там здесь даже вот написано 16 Pro Max, а продают в корпусе XR. Face ID, True Tone, все рабочее. Появилась новейшая кнопка камера Control. Работает также Action Button по всем вопросам в чат. Ну, никто из китайцев не будет заморачиваться и делать так, чтобы у вас еще и камера Control была. Знаете, в чем прикол? Почему камера Control не может быть на версии XR в корпусе там, Pro Max, да и в том же самом просто в 16? Потому что у него вместо камеры Control там стоит сим-лоток. Понимаете, его не будут переносить целую плату куда-то, чего-то. Нет. Поэтому невозможно, чтобы там была камера Control. Вам не добавят MagSafe. Казалось бы, да, просто магниты сюда прифигачить и все, хотя бы MagSafe будет. Не будет никакого MagSafe. Беспроводная зарядка, да, будет работать. Все остальное будет то же самое. Ну, потому что, ну, тот же самый смартфон. Так, мне срочно нужно почитать отзывы. Очень плохой сервис. Мало того, что обманули, так еще не хотят делать возврат. А ты чего ожидал? Телефон тормозит, упал один раз, разбился экран и больше не работает. 15 тысяч, сам продавец вежливый, но товар мне не понравился. Ну, продавец вежливый, очень хороший, рекомендую всем. Он вас вежливо обманет. Вместо iPhone XR в корпусе 15 Pro пришел
15 Pro, только внутри даже не iPhone, а Android. За камеру даже страшно говорить без комментариев. Вот что ждет вас, если вы вдруг захотите. Пришел мне телефончик, к продавцу претензий нет, но телефон ужасный. Даже не стоит 5000 рублей. Камера это просто жесть. Наверное, 1,5 мегапикселя. Тупит и правда сильно. Лучше купить Android, чем вот это вот. Думала ребенку поиграть и пофоткать взять, но думаю, что не получится. Видеозапись снимается с таким ужасным звуком, как на диктофон. Так это хорошо, подождите, извините, на диктофон самое лучшее качество. Да и фотки тоже, наверное, как мой первый телефон с цветным экраном 2000-х годов. В общем, это что-то. Мне жаль денег и ребенка, даже не буду ему его дарить. В общем, в принципе, нам понятно, что нам предлагают за 13 тысяч настоящий XR, и все объявления такие, ребят. Они фоткают 16-й, реальный 16 Pro Max с островом, а приезжает вам потом, в лучшем случае, это в лучшем случае, XR с челкой и с огромными рамками. На этих рамках можно, я не знаю, бутерброды делать. Либо вам приедет вообще китайская хрень на андроиде, где как раз таки будут описывать то, что камера ужасная, звук записывается ужасно. Почему? Потому что камера в iPhone XR в реальности очень хорошая. В данный момент я снимаю как раз таки на свой пересобрыш XR в корпусе 16. Не в 16 Pro, а именно в 16. И вы можете оценить и качество, и звук. И они отличные. Вот для сравнения съемка вам на iPhone 15 Pro. Как видите, да, разница есть и по звуку, и по картинке. Но, блин, подставьте сюда сейчас любой Android-смартфон, даже из топовых, и он будет настолько невыигрышно смотреться, что это ужас. Я к тому, что даже XR 2018 года снимает местами, на мой взгляд, и фоткает получше некоторых Android-флагманов. Поэтому я не советую ни в коем случае покупать вот это вот пересобранное. Лучше чуть-чуть подкопить и купить нормальный смартфон. И лучше это сделать где? Правильно, в магазине Технодеос. Потому что, во-первых, в описании будет ссылочка с моим промокодом. Во-вторых, у них есть доставка по всей России и даже в Беларусь. Кстати, советую поторопиться, потому что в честь Черной пятницы с 22 ноября по 29 в Технодеусе будет огромное количество разных промокодов в их телеграм-канале. Помимо этого, розыгрыш PlayStation. В общем, подробную информацию об акции читайте по ссылке в описании, переходите и покупайте с умом. А я сейчас беру iPhone XR, беру корпус а-ля 16 iPhone и еду к моему другу Сергею Губареву в его ремонтную мастерскую, потому что, ребят, я попробовал сначала сам все это сделать, потому что корпусы как раз-таки iPhone XR мы с Mitec привезли из Китая самостоятельно и думали, что самостоятельно сможем перекинуть. Эксперимент, очевидно, неудачный. Потому что уже пересобранный, готовый, где-нибудь на рынке Хуачанбэ или Северные ворота, в общем, в Китае, он стоит в районе 15 тысяч рублей. Здесь, как мы видим, за 13 нам Pro Max предлагают, но это... А вот это нигде не найдете. Вот в этом, конечно, прикол. В общем, едем к Губареву и смотрим. Сова! Открывай! Медведь пришел. Итак, во-первых, Сергей попросил меня донести мысль, что к нему не нужно приходить с просьбой «пересобери мне iPhone XR в новый корпус». Потому что он говорит, это кропотливая и очень неблагодарная работа. Так что здесь вам придется либо самостоятельно это делать, либо найти мастера. Я спросил у Сергея, сколько это примерно может стоить. Ну вот, допустим, человек пойдет просто в какой-то рандомный, и к тебе я говорю, ко мне к не тебе надо, да. в рандомный. В рандомный. Я думаю, что могут взять 5000 рублей. Сколько? 5000 рублей. Да ты шо? Но поскольку донора iPhone XR и корпус мы заказывали из Китая, привезли через наш сервис Mitec, то первым делом мы, конечно же, проверили работоспособность iPhone XR, поняли, что да, без проблем, аппарат полностью рабочий, и начали переносить. По времени у профессионала это займет 2-2,5 часа, потому что вам придется перенести не только там экран, батарейку и железо, вам придется переносить и кнопочки, и винтики, и антенки, и крепления для экрана, то есть абсолютно все, и беспроводную зарядку, а ее нужно для этого еще и отклеить, а для того, чтобы отклеить ее, нужно нагреть, а для того, чтобы кнопки перенести, вам нужен не только инструмент, но еще и микроскоп. Кстати, если бы они продавали вот этот вот корпус с уже подключенными и установленными кнопками, с установленной беспроводной зарядкой, и могли бы туда, знаете, и магниты установить, в чем проблема? То процесс пересборки был бы намного проще. Но поскольку они приезжают в разборе, то намучились мы, что с этой кнопкой, потому что скоба там не подходит, и поэтому она... Слышите? И на этом, который я покупал в прошлом году, та же самая история, потому что проблема одна и та же. Нет. А должна быть дырка внутри этой штуки.
Соответственно, мы не сможем поставить вот эту скобу. Она отвечает за равномерное нажатие на кнопку. И, соответственно, когда вы будете нажимать в рандомном месте на кнопку, будет перекос. И сам толкатель на кнопке из-за этого перекоса будет страдать и изнашиваться. И его придется потом, если что, перепаивать. Так как шлейф индивидуальный, придется именно прям саму кнопочку брать какой-нибудь 5S и перепаивать сюда. Протягиваем винты до конца, если... то кнопка в зажатом состоянии уже не нажимается. Поэтому винты должны быть чуть-чуть ослаблены. Соответственно, со временем они выкрутятся, тоже попадут на материнскую плату и топ. А так нажимается, слушай, противно как. Ну и как я уже говорил, здесь будет Lightning, ни про какой Type-C и не мечтайте. Здесь будет вот этот вот переключатель. С ним тоже его очень сложно подставить, потому что механизм вот этот, который работает, он довольно странный. Хотя, казалось бы, шлейф-то они делали сами, потому что этот шлейф и за кнопки отвечает, и за вспышку, и, по-моему, за кнопку включения как раз-таки, ну, за все кнопки. Так вот, почему они просто не поставили туда именно кнопку, не рычажок, который переключаешь, а именно кнопку, типа нажимаешь и все. Мне непонятно. Типа, было бы намного проще и выглядело как раз-таки как Action Button. Но им это просто нафиг не нужно, потому что они делают из разряда максимально дешево, максимально просто, с минимум приложенных усилий. В общем, в итоге весь процесс пересборки у нас занял в районе 2,5 часов. Если бы я Сергея не отвлекал, то, я думаю, он управился бы и за 1,5-2 часа. Итак, ну что, 2,5 часа работы мастера, и мы получаем, смотрите, какой XR-чик. Все работает, все проверено. Смотрите, о, блин, пароль не мой, лицо не мое. Все работает. Причем он очень шустренький на 15-й этой самой iOS. Вообще не отличить, смотрите. Ну, типа, ну, кто заметит разницу, а? Ну, то, что мой чуть больше. Ну, в смысле, смартфон. Результатом, естественно, я доволен, потому что у меня все работает. Он полностью функционирует как штатный iPhone XR. У него работает Face ID, у него работает Wi-Fi, Bluetooth, у него работает все. Абсолютно все. И даже учитывая, что здесь просто огромнейшие рамки, мне нравится. Мне нравилась вот эта вот штука в прошлом году. Мне нравится эта штука в этом году. Я не знаю, напишите в комментариях, что со мной не так, но мне почему-то эта ситуация доставляет удовольствие. Из особенностей смартфон мне достался с батарейкой, емкость которой всего лишь 79%, и ее желательно, конечно же, менять. То есть это батарейка 2019 года. В 2019 году ее перепаяли сюда. И еще немаловажный момент. Мой iPhone XR приехал с 15-й iOS, которую я не собираюсь обновлять, потому что у меня есть второй XR в 15 Pro, и там я его уже обновил. Да, здесь уже как раз-таки стоит iOS 18, которую можно кастомизировать как тебе угодно. Но когда я попользовался 15-й осью, то мне показалось, что XR на 15-й работает очень хорошо. Конечно же, видно, что экран здесь 60 Гц, да, анимация может и плавная, но вот именно здесь почему-то мне это очень стало заметно. Ну и так, на всякий случай, давайте сделаем тест на включение, посмотрим, как быстро запускается iPhone XR на 15-й оси и на 18-й оси. Потому что, ну, есть же поверье, что там, типа, запланированное устаревание и все такое. Ну вот, iPhone на 15-й оси быстрее загрузился буквально на пару секунд. Не скажу, что это прям важно, что я постоянно его включаю или выключаю, но как бы тест есть тест. В заключение хочется сказать то, что iPhone XR это действительно самый выдающийся из айфонов. Мало того, что он был самым продаваемым айфоном в 2018 году и в 2019 тоже получил звание самого продаваемого айфона, так еще и до 2020 года было продано 77 миллионов устройств. Это, возможно, одна из причин, почему все пересобирается именно в XR, а не в 11. То есть это самый продаваемый смартфон, это один из самых надежных смартфонов, и вдобавок к этому этот смартфон обновляется на самую последнюю iOS 18. То есть, грубо говоря, вы можете взять iPhone 6-летней давности, собрать его в современный корпус, да, с нюансами, с рамками, с челкой, с Lightning, но на последний iOS, и вы будете пользоваться iOS 18. Делать этого
этого я вам не советую. Если у вас, конечно же, лежит iPhone XR, и вы не знаете, что с ним делать, можно заказать корпус с Китая и самостоятельно пересобрать, iFixit вам в помощь. Ах да, помимо корпуса вам придется заказать еще и экран, потому что экран-то здесь плоский, а в XR был с закругленными краями. То есть здесь они еще и экраны не снимают стекло, выпрямляют экран и, короче, новое стекло клеят. И вот тут тоже момент, потому что если он разобьется, вы не сможете взять и поставить сюда экран от XR, потому что он будет с другими краями. Ну, либо нанять как раз-таки мастера 1000 за 5, чтобы он вам его пересобрал. Но я вас предупредил, что будут проблемы, это будет довольно странно функционирующий iPhone, но функционирующий. И, пожалуйста, не дарите такие устройства детям, это, ну, мне кажется, не совсем безопасно, да и не нужно ломать их психику. Хотя, с другой стороны, за эти же деньги Android, он будет в разы хуже. Android за эти 15 тысяч, за которые вы купите XR в современном корпусе, будет хуже снимать, будет хуже работать, но у него будет 120 Гц, огромная батарейка, которая держит по несколько дней, здесь же на день максимум. Сложно. Напишите в комментариях, вы как считаете, что лучше взять? Какой-то Android смартфон за 15 тысяч рублей или XR в пересобранном корпусе? Будет интересно почитать. В общем, как-то так. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. И напоминаю, что в описании будет ссылочка на мой телеграм-канал, где я вас всех очень жду. В общем, до скорых встреч, друзья. Пока.